Приветствую вас на канале. Вот к нам приехал вот такой вот Nissan Leaf 2019 года, комплектация SL, автомобиль 2019 года с батарейкой 62 киловатта. С достаточно минимальными повреждениями. По левой стороне все вообще отлично. Спереди отсутствует бампер, кое-какие детали еще отсутствуют. Крыла нету. Две двери повреждены. Ну, как бы это не сильно большое значение имеет, потому что это навесные детали. Необходим ремонт порога и заднего крыла. Крыло, кстати говоря, уже шпаклеванное. Шпаклевка есть. Видимо, в Америке тоже ремонтируют их и сразу не сдают по страховке. Ну, вернее, не всегда сдают по страховке, а иногда занимаются ремонтом. Ну, казалось бы, что еще нужно? Отличный вариант автомобиля, но проблема в другом. Автомобиль к нам приехал не потому, что в нем есть дефекты кузова, потому что мы не занимаемся ремонтом кузовных деталей. Здесь проблема немножко в другом. У автомобиля, как оказалось, подменена батарейка. Вместо 62 киловатт батарейка стоит какая-то непонятная. Возможно 24 киловаттка, возможно 30 киловаттка. Короче говоря, автомобиль с подмененной батарейкой. Автомобиль был куплен в одном из штатов. Я потом это все добавлю в видео. Автомобиль к нам приехал своим ходом, но он был в черепахе. Так как батарея стоит не родная, владелец автомобиля приехал к нам для того, чтобы мы прописали батарейку. У нас есть карта регистрации батарейки, лицензионная ключ-карта, с помощью которой мы подвязываем батарею. Но после попытки привязки автомобиль перестал вообще запускаться и включать контакторы. И бьет ошибку по коншине. Будем теперь снимать батарейку, смотреть, что с ней можно сделать. Даже если бы этот автомобиль сейчас поехал бы, и все было бы нормально, пусть на своих 24 киловаттах временно, но проблема еще в том, что батарея вскрытая. Ее вскрывали, вот видно, что разрезанная, вот подогнутый корпус, и она даже не соизволили ее склеить обратно. То есть вот такой вот быстрый ремонт или вскрытие, непонятно что, делают иногда в Америке. По статистике, именно с этого штата приезжают автомобили с подмененными батарейками. Поэтому, если вдруг вы захотите купить, вот стать счастливым обладателем вот такого вот чудо-электромобиля, у которого достаточно надежная подвеска, достаточно надежное все, кроме батарейки, которая деградирует в связи с отсутствием термоконтроля, и купите, и захотите приобрести такой автомобиль с Америки, то можете нарваться на такую же точную ситуацию, как в данном случае. Кстати говоря, здесь, насколько я видел, сейчас еще в салоне с ним, насколько я обратил внимание, что даже подушки не срабатывали. То есть, если вы вдруг захотите стать счастливым обладателем вот такого автомобиля, вы можете нарваться на вот такого вот кота в мешке. Купить автомобиль с хорошей батарейкой, но без самой батарейки. Сняли защиту с батареи. И вот здесь видно, как батарею, чтобы закрепить, ставили проставки, потому что здесь немножко другая форма батареи. Здесь батарея прикручена на штатное место, здесь она вообще не прикручена. В этом месте тоже через проставки стоит. И также с этой стороны все аналогично, потому что отличается кузов на вот эту вот проставку. На ASIO и ZE0 нету вот этих проставок, поэтому прикручивается напрямую. А из-за того, что здесь батарея выше 62 киловатт-часа, то ее ставят на проставках. Вот так вот она здесь была установлена. Ну что, сейчас снимаем тогда батарею, вскроем ее и посмотрим, что там нас ждет внутри самой батареи. А крепление батареи на задних кронштейнах на штатных местах единственное, что смещено на одно отверстие. Так, сняли батарейку, и вот здесь 62 киловатт-часа превратились в 24 киловатта. Вот такое вот чудо техники
пришло вместо 62 киловатт. Практически в 3 раза меньше, и мало того, еще батарейка вскрытая. Сейчас ее вскроем. А это, походу, ее болгаркой надрезали, чтобы вскрыть. Вот куски резинки, куски герметика болтаются. Короче говоря, сейчас вскроем ее, посмотрим, что у нас там, какие сюрпризы, и зачем вообще ее вскрывали. Интересно, паук ядовитый или нет? Высохший. Так. Для чего-то же ее вскрывали. Пока не совсем понятно, для чего ее вскрывали. Может быть, конечно, проверяли элементы. Ладно, сейчас подключим тестер и проверим, что у нас тут с элементами. Так, а вот что мы имеем на LiveSpy. Разбег у нас 336 милливольт, что очень много. При этом сох 87,26%. Вот так вот она выглядит у нас, батарейка. То есть она, кроме того, что она 24 киловатта, она еще с огромнейшим разбегом. И непонятно, что с ней вообще такое. Да, вот так вот и покупаю машину с Америки. Настоящий кот в мешке. Так, пробег, кстати, на этом автомобиле 42 473 мили. На всякий случай. Подушки не стрелянные, салон более-менее в хорошем состоянии. Кожа, короче, самая жирная комплектаха. Вон какие-то запчасти в машине лежат еще. В общем, все вроде красиво, но оказалась проблемка с батарейкой. И самое интересное, что никто в Америке не скажет, что здесь была батарейка заменена. Поэтому вот такие вот сюрпризы могут ждать при покупке автомобилей с Америки. Хочу немного поделиться своими мыслями, как это могло получиться. Если пробить этот автомобиль по номеру лота, то можно увидеть, что он продавался 2 раза. Первый раз через аукцион IAAI 11 января 2021 года страховой компании в городе Сан-Диего, Калифорния. На приборной панели видно, что ошибок на ней нет и автомобиль запущен. Вторая продажа этого автомобиля была 3 марта 2021 года через аукцион Копарт, неизвестным продавцом, в городе Портленд, штат Орегон. С фотографии на приборной панели видно только пробег. И можно предположить, что именно в Портленде есть организация, которая скупает эти автомобили с хорошими батареями, подменивает их на мертвые и снова продает. Вот такой у них бизнес. Поэтому, если кто-то из зрителей захочет приобрести автомобиль из США, то будьте осторожны. Обман с батареями с этого города, судя по информации с интернета, имеет массовый характер. Ну а я в свою очередь желаю крепкого здоровья вам и вашим автомобилям. До скорой встречи на канале. Всем пока!